Амигосы, привет! Мы добрались до Пуэрто-Вараса. Это отличный маленький городок на озере Льянкиуэ, тоже с видом на вулкан. Видите вулкан? А он есть. Ну и прогуляемся по этому городочку. Он очень туристический, так же, как и Пукон, но при этом он чуть больше, и он чисто построен немцами. Это интересное сочетание, предлагаю на это посмотреть. Да-да, опять немцы. Ну а что я могу поделать, если немецкая колонизация юга Чили не прошла бесследно? Обещаю, следующая локация не будет иметь к немцам никакого отношения. И все же Пуэрто-Варас. Город, образованный 12 февраля 1854 года. От Вараса до Сантьяго, столицы Чили, 1000 километров на машине или 1,5 часа на самолете. Проживают тут около 45 тысяч человек. Пуэрто-Варас уютно расположился на берегу прекрасного горного озера Льянкиуэ, или Льянкиуэ. Я так понимаю, что слово далеко не испанское и не немецкое. Наверняка это название еще с тех времен, когда здесь жили коренные народы. Вот. Озеро горное, прозрачное, камушек к камушку, все видно, очень классно. А позади, я всегда только обещаю, но на самом деле я не вру, есть вид на вулкан Сорно, но не в этот день. Как обычно, горы живут по своим правилам. Туман, солнце, неважно, они могут показаться в любой момент, но вот сейчас вулкан, к сожалению, не видно. Будем ждать. Вулканы? Да-да, он тут не один. Мы смогли увидеть только в последний день нашего пребывания в городе. И то, эти капризные ребята не хотели показываться, пока мы лично не съездили к ним в гости. И надо сказать, поездка выдалась шикарная, с бирюзовыми горными реками и отличным хайкингом навстречу вулкану. Я, пожалуй, сделаю про этот поход небольшое отдельное видео. А в Пуэрто-Варасе мы поселились в восточной части города, на уютной улочке недалеко от набережной. И так вышло, что по соседству с нами оказался один очень интересный и необычный дом. Это исторический памятник, один из первых домов, возведенных приезжими немцами в город Пуэрто-Варас в 1915-х годах каких-то. Он очень красивый, он сохранил такую прям аутентичность тех лет. Вот. И на данный момент это, правда, используется как офисы, но вроде бы как туда можно зайти и даже что-то посмотреть. Попробуем? Hola, buenas tardes. Yo quería saber, ¿este edificio es museo o solamente oficinas? Ok, entendí. Entendí. Muy lindo. Gracias, perdóname. Нет, к сожалению, попасть внутрь не получится. Вот группа туристок тоже интересуется на тему, можно ли зайти и посмотреть. Но нет, это просто офисы, в которых работают люди. Реставрация была, кстати, не так давно, в начале 2000-х. Но вот сейчас это просто офисное помещение. Тоже, в общем-то, неплохо. Блин, красивый, конечно, домик. Такой он очень необычный, со всеми этими крышами, скосами. Передняя фасадная вот эта вот крыша вообще напоминает как будто бы, да, такой же вот купол, как у церкви. Интересно строили 100 лет назад. А мы спускаемся с нашего взгорья поближе к центру, посмотреть, что есть там. По пути вот красивых птиц показывают, классных. Вот такое граффити мне по душе. Это вам не какие-то там лозунги или что-то еще. Это красивое. Ну, правда же. Вот эта вот отделка домов очень часто встречается в разных вариациях, в том числе вот здесь она такая вот коричневатая, под натуральное дерево, иногда она бывает разных цветов, это прикольно. Но я не понимаю, это вот стилистика старой какой-то немецкой архитектуры или это просто реставрационные работы? Шиндель или рыбья чешуя. На русском это дранка, если вам вдруг знакомо такое слово. Используется на фасадах домов для ветрозащиты. Технологию привезли с собой первые немецкие эмигранты. И такой вот кусочек традиционной немецкой архитектуры получился. Поэтому использование ее в отделке домиков Пуэрто-Вараса неудивительно.
Блин, так кайфово здесь в хорошую погоду гулять. Песочек, кстати, очень темный, и такое чувство, как будто бы тоже какие-то вулканические примеси имеет, потому что иначе о чем он такой темный. Вот. Но, блин, очень красивое озеро, прозрачная водичка, чаечки, уточки. Все такие довольные, небо прояснило. Супер просто. Гуляем. Как и во всех туристических городах, само собой, есть туристический центр на берегу. Муэле Пьедра Плен. Вот. Каса дель Туриста, вот она здесь находится. Рядом красивые маленькие пирсы, чтобы выйти и сфотографироваться. А что у нас в Кассе дель Туриста? Ну, обещают, что здесь есть туры. Так. А вот это интересно. Это карта видов, которые водятся на территории Чили. Мы где-то примерно вот здесь. И вот у нас есть эти птички, я их видела. Называются Пимпилен Негро. Здорово. Интересно. Еще мы хотим добраться сюда до Исла Гранде де Чилоэ. Если здесь действительно водится фламинго, это будет очень здорово. Ну и, конечно, идеально было бы посмотреть вот на этих парней, на этих красавцев. Но это совсем надо подгадывать сезон. Во-первых, посмотрите на этот супер узкий дом. Я, конечно, понимаю, что это ракурс, но забавно. А во-вторых, это, обычный туристический центр, да, какие-то карты дают, какие-то вот консультации ребята заходили, спрашивали про кафе и про что-то еще. Ну и, само собой, отправляют в туры за деньги. Вот. Грех по такому озеру не поплавать, честно говоря. Вон туристические паромчики уже наготове буквально. Учитывая, что сейчас зима, сезон дождей и льет практически каждый день, вот выдаются такие 2-3 часа, когда можно насладиться и погулять. Этого времени как раз хватит, чтобы пройти пешком береговую линию. Она, кстати, протянулась вдоль всего города. Длина облагороженной набережной с комфортными для пешехода дорожками почти 5,5 километров. В городке по соседству, в Фрутияре, есть озерный театр. Это такое красивое помещение. Вот оно, посмотрите. Вот, а здесь есть просто сцены на фоне озера. Не знаю, что за представление здесь дают, но вау, здесь даже какая-то акустика есть, прикольно. Вот, в общем, не знаю, что за представление здесь дают, но наверняка пейзажи на закате здесь просто бомбические. Я прям в этом уверена. Про погоду я не шутила, вот над нами светит солнышко и все прекрасно, а там вот такая темнотища. В какой-то момент ливанет, надеюсь, что в это время я уже буду где-нибудь под крышей. Дайте угадаю, мы вышли на Плазу де Армас. В каждом городе должна быть такая в чилийском. Неоспоримо. Плаза де Армас, Плаза де Армас. Да, это Плаза де Армас. Как и всегда, как и везде, в каждом городе должна быть такая. По центру города развивается флаг Чили. Забавно, что не немецкий флаг. Ну, а пока тучи сгущаются, а я брожу по центру городка, можно немножко рассказать про его историю. В конце 19 века просто некоторое количество немцев сюда заслали, по-моему, в количестве 200 семей или около того. И сказали, стройте город. Так и появился Пуэрто-Варас. Так, кстати, появился и Пуэрто-Монт, потому что они братья такие, старшие и младшие. Но такая история тривиальная, поэтому много немецкого стиля. Да, все так и произошло в 1852 году на волне немецкой эмиграции в Чили. Немцы неплохо умеют обживать новые локации, надо отдать им должное. А название свое город должен был получить по имени тогдашнего президента Чили, Мануэля Монта. Но проблемка была в том, что город Пуэрто-Монт уже был. Поэтому город был назван в честь другого популярного человека, Антонио Вараса, министра внутренних дел Чили.
И вот тут самое время уточнить, что город называется именно Пуэрто-Варос. А у меня сильные сложности с ударениями. Пардоньте, амигос. Ну что, ярмарка хоть и достаточно стандартная, но весьма интересная. Вот балансборды в деревянном стиле. Прикольно. Сумочки кожаные. Народное зодчество. Грибы деревянные. Гриб гранде. Ой, как красиво. Эй, я не заказывала дождь вообще-то. Где мой козырек? Еще одна милая особенность зданий в таком немецком стиле – это то, что у них есть вот эти козырьки верхние, по которым можно классно перемещаться, когда идет дождь. Топаю дальше, в надежде найти хотя бы какой-то кафетерий, пока идет дождь. Я забежала в какое-то совсем не туристическое местечко, а просто где люди берут бизнес-ланчи, кушают в обед, работники и все такое. Вот, и я взяла местный, но немецкий тортик кюхен с малиной. Вот такой он кюхен с фрамбуэсой, то есть с малинкой. Ну и обычная чашечка капучино. Ну, малина классная, вкусная, а вот эта верхняя запеканка, конечно, достаточно странная. Мне кажется, здесь как-то чересчур много желатина или чего-то такого. В целом, не самая ужасная штука, которую я пробовала в жизни. Даже достаточно вкусно. Такое вот оно, кафе Фолкс. Кофе, кстати, отличный. И вот погода опять подшаманила, и дождь закончился, вышло ослепительное солнце. Я направляюсь в музей, в который мне посоветовали сходить, пока я находилась в кафетерии. Очень удобно, рекомендации на месте питания. Так вот, музей называется Музей Пабло Фьерро. Находится совсем недалеко, надеюсь, я успею туда дойти, и новый дождь не начнется. Буковки с умляутом как бы намекают, кто строил этот городок. Висенте Перес Росалес. Важный дяденька вообще-то стоит. Он был одним из главных инициаторов немецкой иммиграции. Чилийское правительство назначило его агентом по колонизации. До музея, в общем-то, идти совсем недалеко. Всего плюс-минус километр по набережной из центра. По пути будет красивая надпись «Пуэрто-Варос» на фоне отеля. Просто каноничный вид, каноничнейший. Надпись, герб, гостишка в классическом немецком стиле. И озеро, кусты ежевики и какие-то цветущие растения красивые. Отличная прогулка, солнышко в спину припекает. Вообще не верится, что был дождь несколько минут назад. Удивительная природа юга Чили. Вау. А мы тем временем уже подходим практически к музею. Вон он там голубенький виднеется с часиками. Попробуем, как обычно, прорваться внутрь, если получится. Но это уже что-то прекрасное. Там вон корабль, фургончик. Hola. ¿Qué? Se entra por acá. Ah, sí, creo que sí. Yo no sé. Entrada, acá, creo que entrada, sí. Так, проходим. Gracias.
Музей относительно новый. Он был основан художником Пабло Фьеро в 2006 году. Честно говоря, на музей это место похоже в последнюю очередь. Вот разве что картины на стенах напоминают об этом. Они все посвящены Пуэрто Варосу. Тут и дом Кюхеля, вот как он, оказывается, выглядел до реставрации. И красные крыши церкви Святого Сердца Иисуса. Но суть этого музея все же не в картинах. Нет, ну вы оцените это шикарное соседство биде и антикварного фортепиано. Да, и швейной машинки, несомненно, тут самое место. А вот такие узорные полы очень по-музейному, правда? Суть этого места – сохранять память. Это что-то среднее между лавкой старьевщика и дорогой витриной антиквара. Каждая вещица готова рассказать свою историю и поделиться частицей прошлого. Да, наверное, если ты ребенок, просто жить или ходить сюда к папе или к дедушке на работу очень классно. Куча каких-то маленьких, мелких предметов, которые можно трогать, которыми можно поиграть. Ну и, конечно, просто сумасшедший вид из окна на озеро. Даже само здание выглядит крайне эксцентрично. Фасад украшен множеством старинных предметов. От велосипедов и часов до целого носа корабля. Куча каких-то окон, пристроек, потайных и не очень дверей. В строительстве дома использовали материалы, просто найденные в городе и его окрестностях. И как только из кучи хлама получился такой гармоничный, хоть и своеобразный музей. Классное место, нравится. Ура! Ура, ура! Пуэрто Варос. Видимо, сам художник, который нарисовал все эти картины. А вот этого я точно не ожидала. Сам художник, Пабло Фьеро, собственно, персоной. Как-то не думаешь, что автор картин, во-первых, все еще жив, простите, пожалуйста, а во-вторых, просто-запросто вот так общается с посетителями. Оказалось, что небольшие картиночки даже можно купить. Мне особенно понравилось вот это. Кажется, хорошо передает дух этого места. Ну, и я завела разговор. Permiso. ¿Cuánto cuesta esta máquina? 4.000 o 3 por 10. Perfecto. Perfecto. Uno para mí. Porque nosotros viajamos y no tan muchos lugares en mi equipaje. Solamente uno. Me mucho gusta este museo, es tan interesante. Es un museo diferente. Sí, es. Algo diferente. Sí. Algo diferente. Así que este es mi lugar, ¿ves? Aquí tengo que estar yo, Sí. contando historia. И он рассказал мне такую историю, которая эхом откликнулась в моем эмигрантском сердечке. Историю о том, как важно найти и не потерять себя, быть смелым и решительным, и не бояться ошибаться на этом пути, двигаться дальше, не сдаваться и искать то самое особенное место в этом большом и страшном мире, где ты будешь по-настоящему на своем месте. Конечно, у меня еще есть время на поиски, как сказал Пабло. Самое главное – это вовремя задать себе этот вопрос. И все-таки, в конце концов, найти на него ответ. Как замечательный художник Пабло Фьеро с Пуэрто Вароса, который рисует картины на берегу озера Льянкиуэ и рассказывает историю. Как-то я прям даже расчувствовалась. Такой он проникновенный дядя. Вот. Но пора уходить. Я не устояла, безусловно, купила картиночку. Вот. Но это очень интересный опыт. Очень интересный. И очень трогательный художник, хозяин этого места. Это какой-то другой музей, совсем не похоже на что-то обычное. Вот хотела я снять кофточку свою, потому что вроде как потеплело и даже стало жарко, но нет.
Как-то совсем не жарко, когда солнышко заходит за облако, прям чувствуется, что что-то как-то не жарко. Упаковываю свою картиночку и иду гулять дальше. Да, городочек не равнинный, с горки на горку, с горки на горку. И вот я целый день шляюсь и уже задолбалась шляться вверх-вниз. Сейчас бы найти где-нибудь классную пивнушку и сидеть там пить пивко. Вау-вау-вау-вау. Не зря шли, устали, задолбались. Какой вид, какая церква. К церкви мы шли, не видя ее из центра города. Знаете почему? Потому что в 2013 году построили вот этот офигенный торговый центр, который грубого архитектурного стиля, по уверениям общественности, который закрывает вид на церковь из центра города. Мы ее с центра города и не увидели. Пришлось идти вон оттуда с горы и смотреть на нее в отдалении. Но сейчас посмотрим поближе. Приход к сердцу святого Иисуса, короче. Нормально. Пошли. Открылась для прихожан церковь в 1918 году, а архитекторы вдохновлялись Мюнстерским собором, который в Германии. Лично я сходства не увидела, но это не значит, что его нет. И, кстати, если кому-то вдруг церковь показалась слегка обшарпанной, то, амигос, вам не показалось. Церковь признана национальным достоянием Чили в 1992 году, а это значит, что и реставрировать, в том числе красить, ее можно только под чутким руководством и с разрешения чилийского правительства. Вот и стоит она, некрашенная. Да, всегда чувствую себя неловко, заходя в такие места. Тут еще эта дверь, которая скрипит на все возможное окружение. Вот, но сидят люди, молятся Богу. Не стала мешать. Еще одна гора. Да, конечно же, мне ж мало, я же не находилась за сегодня. Вот, добро, говорит, пожаловать. Монте-Кальварио, Пуэрто-Варас. Добро пожаловать в Монте-Кальварио и вам. Подруга моя. В парке очень красивые дорожки, покрытые мхом, и панорамный вид. Я как раз к нему сейчас подхожу. Ну, прям достойно, стоит того, чтобы подняться. Очень даже красиво. И вид, кстати, на другой парк, на парк Филиппе. Карта с историческими домами города, по которой, если пройтись, можно их увидеть, их там объектов достаточно много. Мы все не прошли, прошли только некоторые. Церковь вот Святого Сердца Иисуса, например. Но, наверное, это интересный маршрут. Хотя, мне кажется, что все-таки стоит брать либо гида, либо кого-то, потому что, просто посмотреть на здание, это не очень интересно, как бы здание и здание. Тем более уже со временем явно подуставшее здание, что мы видели на примере церкви. Вот. Ну а так, в целом, да, вот сохраняет свою историю. Некоторые из этих домов, кстати, продаются. Продаются они, видимо, так себе, с переменным успехом и скорее нет, но сделали здесь вот коммунальную инспекцию по коммунальным работам. Ну, решение. Железная дорога здесь появилась практически сразу, когда здесь начались первые переселения. Сейчас она, конечно, не функционирует, но такой вот призрак древних лет. Интересно, что в те времена построить железку это было рентабельно и классно, и она была практически во всех маленьких городах юга Чили, а сейчас она везде закрыта и заброшена. Это немного грустно. Как-то так. Дорога перестала функционировать лет 40 назад, но на территории станции открыли кафе, сделали небольшой музей с историческими фотографиями.
на которых можно увидеть эти же места, но 100 лет назад. А еще создали культурный центр и скалодром. Это работает, господи, боже, самое страшное. Ну это считается? Ладно, будем считать, что это считается. Так, мамочки. Я сделала все, что могла. Этот скалодром находится на территории бывшей станции, где ездили поезда. Пространство решили облагородить, поставили там картинную галерею, кафешечку сделали приятную, и вот скалодром. Зачем я сюда полезла? Но в целом, наверное, забавное действие для детишек, которые приходят сюда вот уже второй семьей попробовать полазить. Ну, здорово, что люди заботятся о своей, хоть уже и не работающей железной дороге. Это не стало местом и пристанищем для всяких бомжей, а вот такое вот общественное пространство. Неплохо, даже очень хорошо. А если вы хотите насладиться таким же восхитительным, незабываемым, высоким видом, как и мы, то вам в парк Бернардо Филиппо. Пёхать в горку, наслаждаться глиной и вот это вот все. Но это в плохую погоду, как у нас, а если вы приедете сюда в сезон и летом, то будет, наверное, приятно и комфортно, и прогулка будет просто удовольствие. Но мы не ищем легких путей, поэтому лезли в гору погулять. Так вот, Бернардо Филиппо – это, по сути, тот человек, благодаря которому Пуэрто-Варрас стал Пуэрто-Варрасом. Это тот самый вербовщик, который из Германии в свое время привез те самые 212 человек, которые постепенно стали коренными жителями Пуэрто-Варраса. На этой прекрасной ноте мы уезжаем из Пуэрто-Варраса дальше. Ну что, пока-пока, Пуэрто-Варрас! Увидимся с вами в следующей локации, амигос.